Приветствую, друзья! Несмотря на большую популярность двух- и трехдрайверных наушников, уверен, многие с огромным вниманием и неутолимым любопытством следят за старшей линейкой, где устанавливают по 5, 6 или даже 10 драйверов на каждое ухо. Сегодня я хочу сосредоточить ваше внимание на свежей пятидрайверной полностью арматурной модели CCA CA10, где излучатели используются с самого последнего поколения, то есть с литерой S. Как всегда, внимательно их рассмотрим, обсудим графики и, естественно, поговорим о звучании. Собственно, поехали. Пришли наушники в фирменном черном боксе, которым обычно комплектуют самые новые и многообещающие решения. На месте и металлический вкладыш с наименованием модели. А вот характеристики придется брать со страницы магазина или же официального сайта компании. Из важного отметим импеданс 25 Ом и чувствительность 105 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации, а также набор из белых силиконовых амбушюр с подрезанным сердечником. Откуда такой странный тренд, мне лично не ясно. Отметить могу лишь одно. Для нормального использования я и в этот раз использовал насадки из стороннего набора. С кабелем все не менее спорно. Он ровно такой, каким комплектуют модели за $7. То есть вообще не в уровень с наушниками. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,560 Ом. Однако на деле я тут же заменил его на медный от КЗ. С ним результат, очевидно, стал интереснее. Соединение же происходит на стандартных вилочных QDC-коннекторах 0,75 мм. Внутренняя часть чашечек здесь выполнена из прозрачного пластика, сквозь который видны все 5 заявленных арматурных излучателей. А вот звуковод полностью металлический, с выступом для удержания амбушюры, конечно же, защитной металлической сеточкой. В общем, все как обычно. Удивляют лишь фейсплейты, которые вроде бы как и оформили в металле, но с огромным окошком из зеленого пластика и двумя, судя по всему, вентиляционными отверстиями. По размерам корпус оказался даже чуть меньше рассмотренных нами ранее КЗ, однако намного толще, хотя лично у меня они из уха не выпирают, да и сидят вполне удобно. Вот так вот это, друзья, и выглядит. По измерениям у нас очень средний по своим характеристикам импульс, небольшое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1%. Фаза ведет себя более-менее приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 73 и 95 миллисекундам, со значительным возмущением в области низких частот. По АЧХ же имеем подъем низких частот на 12 дБ с плавным заходом на середину, знакомое всем выделение области разборчивости и второй пик, имитирующий ушную раковину. Далее все аккуратненько так уходит на задний план. Относительно звучания не скажу, что за время тестирования я получил какое-то особенное удовольствие. Низкие частоты здесь реализованы посредством одного арматурного излучателя 22955S. Оттого самый низкий бас, хотя и ощущается, но по уровню заметно уступает остальной его части. Верхние частоты, как было ясно уже по кривой АЧХ, производитель тоже решил задвинуть, при этом вложив в них целых 3 излучателя, 2 из которых это 300 ровно 17S, а последний, любимый многими производителями, 300 ровно 95S. То есть снизу звук поджали, а сверху подрезали. Остается одна лишь середина, реализованная на драйвере 29689S. Вот к ней у меня никаких особенных вопросов нет. Маловато, конечно, тембрального объема, сильно поджатые эмоции и выразительность, но и такая конфигурация имеет право на существование. Чаще всего ее описывают как нейтральное звучание с уклоном в техничность, которое в силу природы установленных здесь излучателей действительно в избытке. Рисуется все четко, детально и довольно-таки прозрачно, но остается один нюанс. Звук не качает, но нечем ему. Оттого энергия трека хотя и чувствуется, но, как говорится, не имеет реализации. Да и затухает все довольно-таки быстро. Замечательно, что по большому счету претензии к наушникам отсутствуют, но удивить они могут только детализацией, неплохой разборчивостью и отсутствием каких-либо явных проблем на верхах. Впрочем, откуда они там возьмутся, если самих верхов почти нет? Это, конечно, далеко не первая модель у Knowledge Zenith с подобным тюнингом, но раньше серединка была жирная, она выдвигалась вперед, потому когда уши привыкали к отсутствию высоких, становилось прям очень сочно и весело. Здесь же всего этого нет.
нет, неплохо, но стилистическая применимость наушников под большим вопросом. Более-менее меня удовлетворил в них металл, терпимо рок, добротно прорисовали сцену в оркестровой музыке, но не трогает меня эта модель, друзья, от слова совсем. Хотя, возможно, это как раз то, что лично вы давно и усиленно ищете. Сухо, отстраненно, без доминирования басов или верхов и с просто потрясающей точностью. По мне же все это на очень большого любителя. Ну, а заострить звучание или чуток смягчить его, как обычно, вы можете посредством вашего источника. Что будет в данном случае лучше, я, пожалуй, судить не возьмусь. Итогом полностью арматурные внутриканальные наушники CCA-CA10 неплохо сидят, добротно смотрятся, поражают количеством вмещенных в них излучателей самого последнего поколения, но при этом кабели и насадки в комплект положили как от модели за пару долларов. Упаковка вроде как от флагманов, а комплект бюджетный. Хотя и с ценой они перегибать не стали, сделав ее лишь немного выше КЗЗ. Возможно, именно в этом и кроется причина. По звучанию же все очень четко, детально, технично, но плоско, сухо, пресно и невыразительно. Подойти это может разве что металлистам, вообще не переваривающим высоких и не любящих глубокие и низкие. В целом, конечно, без вопросов, но и без особого восторга. Не скажу, что прямо ужас. Скорее, наушники вызвали у меня абсолютное безразличие. Вот не мое. А на этом у меня все. Это была полностью арматурная модель CCA-CA10. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.